Вечер, Фуат Алиевич. Добрый вечер, Мы с Эльдар. вами, да, мы начинаем «Сюда шлишит» по главе говорить сегодня будем Хаисара. Таисара, да. Значит, ну, у меня, как всегда, для меня это очень важная глава. Вообще в ней такое, такое вот развернутое описание самых разных вещей дается, начиная от покупки пещеры Махпела, кончая, значит, еще одной женитьбы Авраама, да, и здесь женитьбы Ицхака на Ривке. Вот, значит, и все это как-то очень такое человечное такое описание всего. Но сегодня я хотел бы остановиться только на одной вещи, а именно вот это, значит, глава 24, это по сути с 1 по 8. Это когда Авраам позвал слугу, который, значит, и он говорит ему: пойдешь ты в мою страну и возьмешь вот на мою родину, значит, возьмешь жену моему сыну Ицхаку, да? И вот дальше, смотрите, идет совершенно удивительный текст, понимаете, это же слуга. И слуга говорит: а если она, может быть, не захочет со мной пойти в эту страну, да? Значит, и там есть вот такой контекст: вернуть ли мне тогда твоего сына в страну, из которой ты вышел? Он говорит: нет, не надо возвращать. То есть, но вот смотрите дальше, какая интересная вещь, да? Если же не захочет женщина пойти с тобой, то тогда ты свободен от этой клятвы. Да. Вот это на меня когда-то еще давно произвело очень большое впечатление. Ведь смотрите, ведь Авраам, ну мы по тексту понимаем, что это состоятельный человек. Вот у него есть слуги там и так далее. Ведь он мог бы, например, сказать, там, пока не найдешь, не возвращайся, условно говоря. Да, мог бы такое сказать. Наверное, мог бы, и слуга бы послушался, вероятно, да. А вот я когда это читал, вот, понимаете, для меня это вот еще один вот угол зрения, вот что Авраам был действительно праведный человек, понимаете, он безусловно верит в то, что девушка найдется, понимаете, вот это вера, понимаете, это не просто вот там, пошлю слугу кого-нибудь да найдет, да, но вот и одна еще вещь, да, он не хочет силой навязывать свое решение, понимаете? Ведь, вот я говорю, вот в этой ситуации, понимая, что вот он там хозяин этого огромного дома со слугами и так далее, он мог бы сказать: ищите, пока не найдете. Нет, понимаете? Идите, попробуйте. И вот здесь его вера в то, что он верит во Всевышнего, что значит, девушка найдется, да, а если нет, не пожелает она пойти с тобой, значит, ты свободен от этой клятвы. Ну и дальше мы видим, как все замечательно сложилось, и как все это... Вот, я не знаю, это вообще весь этот эпизод каким-то удивительным светом пронизан, так, женитьбы, я имею в виду значит, поездки слуги до женитьбы Ицхака, когда он вернулся с ней, и Ривка увидела Ицхака. Вот как-то, я говорю, удивительным светом таким это пронизано. Вот. Ну вот, собственно, вот это комментарий, ну, даже не, вот, мои как-то соображения, как вот это вот звучало для меня, вот скажем так. Понятно. Ну, собственно говоря, вы два главных компонента этой истории вы уже рассказали сразу. Действительно, во-первых, нужно ли возвращать сына? Первое.
это еще пока только вступление, должен ли я вернуть сына, то есть туда повести из-за того, что девушка-то, в общем-то, нашлась. То есть пара, шидух совершен, пара найдена, шидух совершен. То есть он предлагает ей выйти замуж за Ицхака, она говорит хорошо, ну то есть как обычно бывает внутри семьи, а мы говорим сейчас, когда мы говорим о наших праматерях, мы все время ищем невест внутри семьи. Они не близкие родственники, я имею в виду совсем близкие, но внутри, так сказать, все потомки Тераха. И поэтому не хочется, чтобы вот за эти рамки выходили. У нас потом появятся две наложницы, помимо Леи и Рахели, у нас две наложницы, Бильга и Зильпа. Так вот, они у нас не упоминаются как праматери. Казалось бы, девочки родили сыновей, они считаются сыновьями Рахели и Леи, потому что это служанки. Но они, то, что называется, потрудились, постарались и родили их. Почему их не употребляют, не называют праматерями? Они из другой семьи. У нас все-таки есть такая клановая цепкость. У нас есть вот поддержание некого пока что семейного единства. Мы потом то же самое начнем чувствовать, когда мы станем народом. Когда мы стали народом, мы сейчас уже очень, очень заботливо, мы можем ссориться, это не важно, но очень заботливо относимся ко всем нашим братьям. И если есть возможность помогать, мы обязательно помогаем и стараемся, опять-таки, не выходить за пределы нашего народа. Несмотря на то, что сейчас очень большая ассимиляция, скажем так, в некотором смысле происходит. Я имею в виду 80% смешанных браков по всему миру. Это не российская проблема, это по всему миру 80%. Но мы скорее привлекаем вот наших будущих жен, мы привлекаем невест как раз к еврейской жизни. Такая привязанность, собственно, к своей истории, к своему народу, она очень много влияет в наших семьях сейчас, влияет на то, чтобы семьи вот из смешанной все-таки шли в сторону, так сказать, принадлежности к народу. В то время это еще на уровне семьи. Авраам хочет, чтобы кого-то из семьи взяли. И поэтому вот Бильга и Зильпа как-то дети принимаются, а девочки не принимаются, ни другая семья. И очень важно было, что шидух произошел, все правильно, мы в семье делаем семью, внутри семьи делаем. Нужно ли сына вернуть туда? Потому что это же благое дело, то есть выполняется желание Авраама найти невесту из семьи. На что Авраам отвечает: нет, не надо. И мы понимаем почему. Авраам сам первооткрыватель, он первопроходец, он монотеист, вот то, что называется, от Бога к Богу пришел. Ему дан необыкновенный дар не быть язычником, не верить, сомневаться в убеждениях собственного отца, потому что Терах язычник, и можно было пойти по стопам отца, можно было не пойти, Авраам выбрал не пойти. В общем, короче, в себе-то он уверен, в своих силах он уверен, он уже проверил себя. Мы помним эту историю на горе Мория, когда ангел говорит: теперь я знаю, что ты все ради меня можешь, и сына не пожалеешь. Теперь я знаю, в том смысле, что ты теперь знаешь. Мы вчера, в прошлый раз, об этом говорили. И Авраам в себе теперь уже уверен. То, что мы в прошлый раз говорили, потенциал превратился в актуальность. Теперь он реализован. А что будет с сыном? Ицхак – человек мягкий.
Ицхак пацифист по характеру, он миролюбец. В следующей главе его все время будут подвигать, просить уйти, отбирают колодцы, засыпают колодцы. И он, не сопротивляясь, переходит с места на место, где можно, там и пасет. То есть он такой, скажем, он человек, Божий человек, имеется в виду, он идет по стопам отца, но нет в нем вот той силы, той настойчивости, твердости, которая есть у самого Авраама. Есть такой, не хочется в этом смысле приводить пример, но есть такая очень печальная поэма английская, ее Самуил Яковлевич перевел Маршак. Это есть песня о вересковом меде. Да. Ага. Да, это было, когда старика и мальчика поймали. И это не про это. Но похоже, это немножечко по характеру ситуации. Старика и мальчика поймали и требовали выдать рецепт верескового меда, на что старик сказал: если вы сбросите мальчишку со скалы, я вам расскажу. То есть я не хочу при нем. Я не хочу при нем рассказывать. И эти норманы бросили мальчишку, на что старик сказал, что я боялся, что вы будете его мучить, и он выдаст. Я-то знаю, что я нет. Я вам ничего не скажу, я вытерплю любые страдания. А вот мальчишка, я был не уверен. Ну, конечно, печальная, жестокая история, но Авраам может вполне жалеть сына, потому что он может думать, допустить, что если вот такой мягкий человек, как Ицхак, миролюбивый человек, как Ицхак, если он попадет в жесткое, а мы знаем, что Лаван жесткий, а потом будет еще с Яковом себя вести довольно жестко, а значит и отец его такой же, вся семья там такая достаточно властная и, скажем так, по-своему хитрая. И несмотря на то, что это родственники, все равно там такие подводные камни, довольно трудно с ними работать и общаться. И поэтому он боится, что если Ицхак туда попадет, он может попасть под влияние. И не дай бог, все достижения Авраама, которые сейчас как благословение не сходят на Ицхака, что все достижения могут быть вдруг в одночасье нарушены, и он не хочет туда. Нет, говорит. Второе, да, он говорит, что не возвращай. Второе, это потомству твоему отдам я эту землю. У него, у Ицхака, обетование. Как же я пойду, я буду жить в городе Харан? Город Харан не еврейский. Город Харан не семье принадлежит, семья живет в Харане. Вот. А у Ицхака обетование. Бог обещал всю эту землю. То есть сейчас пока не время, но через Ицхак не должен никуда уходить. Он должен дождаться. Должно пройти время и прийти время, когда наследие, а это пройдет еще ого-го сколько, сотен лет, когда наследие в конце концов осуществится. Ну, в данном случае это через Якова, через его детей, через народ Израиля. Потомки унаследуют землю. Поэтому если он уйдет, это, ну, как сказать, неуважение к решению Бога. Бог сказал: я тебе землю дам, а Авраам отсылает сына и говорит: ну, пусть там поживет, отсидится, потом вернется или не вернется. Ну, в общем, сомнений много. Поэтому, конечно, он говорит: нет, не надо. Но это еще вступление. Но мы говорим, часто употребляем такое словосочетание, как «зхут авот», заслуги отцов. Заслуги отцов – это мы в молитвах своих говорим, мы в комментариях говорим часто о том, что Тора дана народу Израиля в память о договоре с Авраамом, Ицхаком, Яковом, в память о том, какие были мощные люди, наши праотцы. И вот за их заслуги, не за наши, ни за какие мы там умные или сильные, или еще какие-нибудь предприимчивые. Нет, не за это нам дана Тора была, не за это нам дана была земля.
а за то, что она была уже обещана просто великим людям. И в данном случае Авраам имеет еще одну заслугу. Ну, то есть то, что он сделал, это само собой, то, что он открыл Бога, это само собой, это уже заслуги. У него там 10 испытаний у самого Авраама есть. Но вот есть такая достаточно очевидная заслуга, он уже доказал, что он так умеет, когда Всевышний говорит ему, что принеси, сделай то, что я тебе говорю, он его испытывает, сделай то, что я тебе говорю, принеси сына своего на гору, подними его на гору, леола, подними его на гору. И это Авраам делает это. То есть он богополагающийся человек, он полностью доверяет. Мартин Бубер в его книге «Два образа веры» он как раз проводит грань между, скажем так, европейским пониманием веры и еврейским пониманием веры. Он говорит, европейское понимание веры – это вера в. Я верю в эту историю, я верю в этого, в этого Машиаха, в этого Мессию, я верю в. Он говорит, Бубер говорит, нам не нужно верить в. Бог самоочевиден. Мы очень часто говорим «Аль-Шем ха-Шамаим» во имя небес. Почему мы не говорим «Аль-Шем ха-Шем» во имя имени того самого большого имени? Почему мы говорим «Шамаим»? Почему мы говорим «небо»? Потому что когда бы мы не выглянули в окно, небо есть. Вот точно так же самоочевиден Бог. Он есть. А какая же тогда вера еврейская? Ну, то есть каково ее понимание веры с точки зрения иудаизма? Это доверие. То есть Бог есть это априори, но ты можешь ему доверять или не доверять. В том смысле он дает законы, он говорит какие-то правильные вещи, а ты говоришь, да, наверное. Я не понимаю, почему я должен соблюдать кашрут, или почему я должен так соблюдать шаббат, или еще что-то. Я не понимаю, но я доверяю, что это и мне на пользу, и всему народу на пользу, и всем людям на пользу. Я доверяю такому решению. Вот вера как доверие – это очень еврейское понимание слова вера. И в данном случае Авраам – это доверяющий человек. Он не просто верит Богу, он ему доверяет, и все, что ты скажешь, так и будет. И поэтому он говорит, если ты найдешь девушку, и она не захочет пойти, значит, это его воля. Значит, не надо. Она хорошая по шедуху, она хорошая с твоей точки зрения. Она хорошая, потому что вроде как бы, Ицхак не может возражать, он ее никогда не видел, и она тоже вроде как не может возражать, потому что это шедух, это такое вот, скажем, важное и очень ответственное дело. Но если она не хочет идти, значит, что-то, как мы говорим, когда потом будем говорить о казнях, и ожесточил Бог сердце фараона. Точно так же он не дал, вернее, так по-русски говорит правильно, он не дал смелости девочке, а значит, она не наша. Наша должна быть как Сара. Наша, она потом будет похожа на Сару, я имею в виду Ривка. Он узнает в ней свою мать. Это комментарии все говорят. Она должна быть как Сара. Сара была решительна. Она пошла с Авраамом куда угодно. Лех-леха, в никуда. Она, как верная жена, она помощник своему мужу. Вот какая девочка нужна. А что же это за девочка, которая сказала, я не хочу? Что же это? Какая же она наша? Значит, не наша. Значит, ты свободен от этой клятвы. Вот такая интересная. Это даже не размышление. Это предощущение. Если что-то нужно, Бог вмешается и поможет. Если не нужно,
он либо отстранится, либо ожесточит сердце девочки, и там будет такая вредина-медведина и скажет: нет, не хочу. И скажет: нет, не хочу. Вот. Это да. Вот такое богодоверие – это дар вообще-то божественный. Он либо дается человеку, либо нет, потому что сомневающихся – это очень много. Недаром Маймонид еще в XII веке пишет книгу «Море Невухим». Море – это учитель, Невух – это слоняющийся, мечущийся, блуждающий, то есть из стороны в сторону уходящий человек. Вот таких сомневающихся много. И Моше пишет: что бы вы не узнали нового, я имею в виду Моше бен Маймон, что бы вы не узнали нового, будь то философия, будь то другая культура, искусство, еще что-то такое, это не должно вас отвлекать. Не шатайтесь. Вот прямой путь, который может вас примирить. Это оставаться в пределах доверия, богодоверия. Вы сначала доверяете Богу, а потом учите философию или астрономию, или еще что-то в этом роде. В общем, он примиряет, старается примирить. Но невухим всегда много. Невухим всегда много. Именно поэтому в Торе дан вот такой характер, как золотой характер, как характер, который поощряется в еврейском народе. Характер богодоверчивого человека. Богодоверчивого человека. Да. Я не хочу сейчас применять, это не наша фраза, но есть такая фраза, существует. Опять-таки, можно очень много споров приводить, там, так сказать, аргументы, контраргументы. Но есть такая фраза, что то, что нужно, легко. Так, к этому относиться каждый выбирает. Но верующий человек, он говорит: если нужно, Бог поможет. Я буду делать 100%. Все, что от меня требуется, я буду делать. Но если вдруг не получается, не расстраивайся, ибо это тоже его воля. Вот это богодоверие, вот это верующий человек. Он сделал максимум, не получилось, значит, надо идти и искать другой выход из положения. В данном случае вот он не заставляет, не преодолевает, когда, вы знаете, это как на дзот бросать солдат, пока гора не образуется. Ты должен взять и все. В армии очень часто употребляет фразу, она мне не нравится, но очень часто офицеры говорят: кровь из носа, ну, чтобы завтра было. Кровь из носа. Ну, что ж ты делаешь? Ну, поощряй как-нибудь человека по-другому. Вот. И в данном случае Авраам не говорит, что вот ты не справишься, я другого пошлю. А тот не справится, еще одного пошлю. И пока не приведут, не останавливайтесь. Нет, вы правду говорите. Но это опять-таки опора на богодоверчивость. Никакой силы. Сила применяется только к врагам, когда он бежит за царями спасать Лота. Да, врагам применяется сила. К своим-то какая сила? Что ж ты своих-то гнобишь? Как многие начальники кричат на людей, заставляют работать бесплатно там и еще что-нибудь в этом роде. Да что ж вы своих-то гнобите? От этих людей зависит то, что вы делаете. Поэтому, в общем, Авраам для нас как раз еще один пример о том, что, так сказать, доброжелательное отношение к своим подчиненным. Да, вот это как раз я и хотел подчеркнуть, что это вот с одной стороны богодоверчивость, и с другой стороны вот эта великая доброжелательность к своим. Да. Это вот эпизод, который меня очень как-то вот... в этот раз... как-то вот тронул, потому что, понимаете, еще же ведь до этого много свидетельств того, что он уже очень состоятельный человек, он уже там огромное там владение, слуги, люди и так далее. И даже в этой ситуации он все равно, так сказать, остается вот этим доброжелательным человеком. Хотя, в принципе, так сказать, может быть, многие люди здесь пошли бы на то, чтобы там, заставить, понимаете? Там, типа, еще, как вы сказали, еще одного пошлю или... вариантов много. Вариантов много.
Ну, хорошо, Фатевич, тогда мы на сегодня закончим пока. Нет, это значит глава большая, просто мы оставим Глава еще очень что-то на большая, следующий, конечно. да, на Ну, следующий год, и будем потихонечку так разбирать будем какие-то моменты, разбирать. которые на сегодняшний день для нас показались очень важными, нужными Да, для это обсуждения. Спасибо вам много. большое за правильные Спасибо. вопросы и за правильные ответы. Я просто иллюстрирую то, что вы говорите. Да. Спасибо вам большое. Мне это очень как-то вот, знаете, вот мы разговариваем, и мне очень как-то очень тепло на душе становится, вот, что я получаю ответы на вопросы, вот, какие у меня приходят в голову, и это очень-очень приятно. Спасибо большое, ребят. Ну, тогда до следующего.